I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим новые динамические наушники от компании Twistura стоимостью $179, и приходят они в довольно большой по габаритам коробке с очень минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, указано название этой модели, а именно Woodnot, и присутствует логотип компании, ну а здесь уже указаны технические характеристики и находится график частотной характеристики этих наушников, и за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм с уникальной деревянной диафрагмой, ну и чувствительность составляет 125 дБ, и они получили сопротивление 18 Ом, поэтому сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники очень легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Хороший медный кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда вы можете поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Инструкция по использованию наушников. Сертификат качества. Сменные звуководы для небольшой коррекции звучания этих наушников, стандартные для более нейтральной и теплой подачи, а вокальные и инструментальные для чуть более энергичного и насыщенного звучания. Ну и 4 набора различных силиконовых амбушюр. Наушники довольно небольшие, выполнены полностью из металла и имеют довольно приятный внешний вид, где на лицевой части здесь находится логотип компании и имеется надпись Twistura и небольшая резиновая черная вставка. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля и имеется маркировка канала и находится акустическое отверстие, и причем еще одно располагается уже на внутренней части, рядом с этим оптимальным по длине съемным звуководом, который имеет диаметр 6 мм, получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и был защищен металлической сеточкой. И лично я по большей части прослушивал эти наушники именно со сбалансированным звуководом, с которым эти наушники обладают более нейтральным звучанием. Ну а сидят эти наушники в ушах отлично, они действительно небольшие, поэтому я уверен, что большинству они точно хорошо подойдут. Да и отличная звукоизоляция и довольно плотная посадка, уверен, точно многих порадует. Ну а поистине щедрый набор из кучи разных амбушюр и хорошего модульного кабеля, уверен, многим также придет по душе. В общем, поиграться тут действительно есть чем, как и с подбором амбушюр, так и с звуководов для более точной подстройки звучания на свой вкус. Но приобрести динамические наушники Twistura Woodnot вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Ну а все ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Но вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Twistura Woodnot при использовании разных звуководов. И эти наушники имеют усиление низких частот от 5 до 7 дБ с довольно плавным переходом к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь приходится ровно на 2,5 кГц. Но обратите внимание, что при использовании вокального или инструментального звуковода усиление в этой области заметно возрастает и делает подачу этого диапазона уже чуть более энергичной. Причем и на высоких частотах здесь тоже есть небольшая разница. И эти наушники начинают звучать совсем немного посветлее, но по-прежнему в рамках нормы, так как лично я не нахожу их ни на темной и ни на яркой стороне, а скорее уже на более сбалансированной, теплой и аккуратной. И при этом обратите внимание, что их продолжительность для чисто динамических наушников реально очень хороша. И здесь нету никакого резкого спада, что прям было удивительным. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в Twistura Woodnot это как раз таки именно про аккуратность, умеренность и естественное тепло. Здесь точно нету места избыточному напору или попыткам удивить вас каким-то навязчивым басхедным давлением. Вместо этого Woodnot показывают нам, каким на самом деле может быть бас, если вы цените прозрачность, текстуру и очень четкий контроль без намека на гулкость или расплывчатость. Из первых секунд прослушивания сразу слышно, что бас здесь писан
сделан очень грамотно. Он создает комфортный цельный фундамент, но никогда не стремится вылезти на первый план или перекрыть другие диапазоны. И он тут, скорее всего, просто поддерживает общую музыкальную картину, добавляя музыке живое и как бы уютное основание и приятную телесность. Но делает это он очень так деликатно, без перегруза и какой-то там лишней раздутой массы. И сабас у Woodnote выражен скорее как такой мягкий акцент. Он уходит достаточно глубоко, чтобы дать ощущение пространства и масштабности, но точно не пытается, так скажем, стать главным звеном в звучании этих наушников. Его глубина ощущается слоисто, с теплым таким оттенком, и при этом затухание очень чистое и контролируемое, без каких-то там мутных хвостов или затянутых ревербераций. И такой сабас отлично раскрывается в хорошо записанных акустических треках или атмосферной электронике, где как раз таки важна именно осязаемая текстура и хорошая воздушная основа. Но мидбас твистура Woodnote — это пример собранности и скорости. Он дает музыке хорошую ритмическую опору и четкий импульс, но остается немного сдержанным в своей подаче. Здесь точно нету какой-либо лишней жирности или там басхедности, а только аккуратный слегка теплый удар с достаточно быстрой атакой и моментальным затуханием. И, например, бочка, бас-гитара или различные низкочастотные синтезаторы звучат в этих наушниках разборчиво, без намека на кашу или какую-либо смазанность, даже если трек был насыщен быстрыми переходами или очень плотными слоями. И для динамических наушников это прям реально хороший результат. И самое главное, что низкие частоты Woodnote никогда не вторгаются в середину и совершенно точно не мешают в ее раскрытии. Они как бы очень аккуратно подчеркивают живость и объем сцены, но оставляют необходимое место вокалу и инструментам, чтобы они, так скажем, словно дышали и звучали уже более естественно. И в результате здесь мы получаем именно ту подачу баса, когда он не перетягивает одеяло на себя, не утомляет со временем и вообще не пытается быть мощным ради галочки, зато удивляет своей аккуратной текстурой и легкой теплотой, создавая такое очень обволакивающее, но точно не давящее на вас ощущение. И в итоге низкие частоты в твистура Woodnote — это точно не про басхедный драйв и напор, а про очень взрослый и грамотный баланс, когда все звучит разборчиво, четко и быстро, и с приятным намеком на органический характер. Это именно тот случай, когда бас вас не утомляет, не давит на середину, а как бы добавляет музыке довольно убедительный и очень деликатный фундамент, который уже делает звук более живым, цельным и по-настоящему музыкальным. Но средние частоты в твистура Woodnote — это пример того, как можно соединить умеренную энергичность и драйв с настоящим комфортом и прозрачностью звучания. Здесь середина точно не стремится оглушить вас какими-то резкими пиками или лишней резкостью, а наоборот, даже при своей вот этой живой теплой подаче она остается очень деликатной и ненавязчивой, особенно если использовать сбалансированный звуковод, который подчеркивает гладкость и воздушность подачи этих наушников. И с первых минут сразу слышно, что средние частоты здесь были настроены с очень правильным нейтральным балансом. Они не были перегружены здесь какой-то лишней теплотой или мутностью, но и не кажутся сухими или безжизненными. Наоборот, здесь присутствует достаточно много естественного воздуха и прозрачности, и как бы даже легкой подвижности и драйва, за счет чего вокал, струнные, гитары, барабаны звучат очень цельно, но при этом оставляют хорошее и свободное пространство вокруг себя. А вот уже при использовании инструментального и вокального звуковода середина становится еще более живой и чуть более акцентированной, добавляя трекам как бы больше эмоциональной выразительности и легкого напора, но даже тогда она не переходит вот эту избыточную грань, так как при прослушивании у вас по-прежнему не возникает ощущения, что теперь там какие-то частоты чересчур сильно выпрыгивают вперед или утомляют ваш слух излишней яркостью. То есть все по-прежнему подается с очень хорошим контролем и ровной, но чуть уже более открытой атакой. Ну и вокал — это, наверное, то, на что в первую очередь сделан акцент в этих наушниках, так как голоса звучат очень естественно и ровно, с хорошим контролем. Женский вокал подается ясно, без сибилянтов или какого-либо странного сухого налета, но мужской сохраняет хорошую плотность и весомость и чуть уже более теплый оттенок, который добавляет общей подаче более живой характер. И особенно хорошо слышно, как Woodnote умеют подчеркнуть какие-то интонации и вокальные нюансы, сохранив при этом очень комфортное звучание даже на высокой громкости. Так что берите, друзья, вот этот момент на заметку. Ну и инструменты в этих наушниках тоже раскрываются очень выразительно, поэтому гитары здесь звучат рельефно, задорно и прям динамично, с инструментальным звуководом особенно, сохраняя при этом хорошую гладкость послезвучий. Ну а клавиши и струнные подаются с хорошим разрешением и легким естественным послезвучием, без какой-либо навязчивой сухости или резких граней. И даже в сложных
сложных аранжировках середина не сваливается в кашу, оставаясь очень читаемой и текстурной, так что любители послушать классику или оркестровую музыку точно будут довольны. И в итоге средние частоты в Twistura Woodnot это точно не про какие-либо экстремальные акценты или искусственно добавленную яркость, а это как раз таки именно про очень естественный и умеренно энергичный зрелый тон с отличной прозрачностью и натуральной детализацией. И такая середина легко справляется с разными жанрами, будь то это насыщенные гитарные рифы в роке, камерная акустика или вокальные партии, где она вас не утомляет и не теряет своей цельности. И как по мне, это как раз та подача, что делает прослушивание по-настоящему вовлекающим, когда ты слышишь каждый штрих, каждую эмоцию, но все остается очень сбалансированным и легким, без намека на утомление. Ну а высокие частоты в Twistura Woodnot это именно тот случай, когда верхний диапазон не стремится навязчиво выделиться или блистать какой-либо избыточной яркостью, а работает на общее ощущение прозрачности и комфортного разрешения. И с первых минут сразу слышно, что здесь нету каких-то резких пиков, неизбыточной светлости ради вау-эффекта, и самое главное, что тут нету ни намека на излишнюю тембральную темность, которая могла бы уже поджать сцену или вообще, например, задушить весь воздух в записи. И вместо этого эти наушники дают нам очень приятный сбалансированный верх, который буквально обволакивает музыку тонким прозрачным слоем, но не перетягивает весь фокус на себя. Тарелки, перкуссии, легкие шорохи, все передается разборчиво и четко, но без какой-либо лишней неприятной колкости. И детализация здесь, как по мне, для динамических наушников получилась достаточно высокой, чтобы не терялись какие-то различные текстуры, микронюансы, и вы также без проблем могли просто взять и проанализировать музыкальные композиции. И как по мне, явно отдельный плюс этих наушников – это общая скорость и техничность. Все переходные процессы, будь то атака, затухание, звучат очень быстро и чисто, и при прослушивании у вас не возникает такого ощущения каких-то там растянутых или размазанных хвостов, как уже в более простых динамических наушниках. И здесь есть просто прекрасное какое-то ощущение живой, четкой работы тарелок и различных высокочастотных эффектов в электронике. За счет этого музыка в этих наушниках, ребята, воспринимается уже такой более открытой и воздушной, но без какой-либо студийной мониторной сухости. И что особенно приятно, так это то, что верх не перегружает ваш слух какой-то избыточной яркостью даже на треках, где может быть реально очень много различных металлических обертонов или яркой перкуссии, а он как бы очень аккуратно поддерживает общее ощущение прозрачности и объема сцены, придавая трекам аккуратную искру и пространство, но делает это он тактично и деликатно, и такой верх особенно хорош на акустике, джазе и инструментальной музыке, где как раз таки очень важна естественность послезвучий. И в итоге высокие частоты в Twistura Woodnot это не про какую-то вычурную яркость или искусственную кристальность, а про взрослый и максимально продуманный баланс, когда тебе хватает разрешения, детализации и техничности, чтобы без проблем разглядеть самые тонкие детали и нюансы, но все звучит очень комфортно и ненавязчиво. И такой верх действительно не утомляет даже спустя долгие часы прослушивания, и при этом он очень хорошо помогает звуковой сцене дышать и держать звук более цельным, музыкальным и завершенным. Но звуковая сцена в Twistura Woodnot это про очень комфортное пространство без искусственно раздутой ширины, и здесь все звучит очень натурально. Сцена достаточно широкая, чтобы все инструменты спокойно разместились по сторонам и не толкались, так скажем, друг с другом, но при этом у вас нет ощущения какой-то пустоты или какой-то натянутой объемности ради эффекта. И глубина сцены в этих наушниках приятно удивляет. Ты реально чувствуешь, что звуки стоят не просто в одной линии, а расположены слоями. Вокал чуть ближе, инструменты могут уходить уже чуть дальше, а эффекты отыгрывают уже где-то там на заднем плане. И это дает очень легкий трехмерный эффект и делает музыку уже более живой и менее перегруженной. И даже в насыщенных треках у вас не возникает ощущения каши. Каждый звук занимает свое место, слышен четко, но при этом не вырывается из общей картины. Благодаря этому сцена Woodnot ощущается очень сбалансированной и воздушной. Есть и пространство, и, так скажем, общая связь между всеми звуками. И в итоге звуковая сцена в этих наушниках это про очень приятную умеренность. Она не поражает здесь вас какой-то гипертрофированной шириной, но дает именно столько воздуха и глубины, сколько нужно для вовлечения в музыку. Ты легко погружаешься в трек, чувствуешь расстановку инструментов и при этом не устаешь от перегруженного объема. Музыка звучит цельно, свободно и по-настоящему уютно. Но вывод у меня получился таков. Twistura Woodnot это про тот самый спокойный и максимально взрослый звук, который раскрывается очень постепенно, трек за треком и альбом за альбомом. Они точно не стараются удивить вас какими
какими-то яркими пиками или безумно мощным басхедным басом, который буквально сносит голову. Вместо этого они дают комфорт, музыкальность и ощущение настоящего живого звучания, без перегруза. И как по мне, это именно те наушники, которые хочется слушать реально долго, так как они тебя не утомляют, не раздражают, а наоборот, ты просто ловишь себя на мысли, что с ними музыка звучит цельно, ровно и очень прозрачно, и ты слышишь все детали, чувствуешь объемное пространство, но все подано очень тактично и сбалансировано. В общем, Woodnot — это про удовольствие от музыки такой, какая она есть, честной, уютной и настоящей. И если вам близок именно такой подход без навязчивых акцентов и утомляющих частот, то эти наушники точно вас не разочаруют, так как они буквально были созданы для того, чтобы ты просто их брал, слушал и наслаждался. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.